Добрый день, дорогие подписчики, с вами Чалышев Сергей и магазин magic-wand.me. И сегодня мы поговорим с вами о помпах. Нет, я не буду их рекламировать, я не буду говорить, что они плохие. И мы полезем туда, откуда они взялись и как они появились. В России помпы появились в 1909 году. Все-таки, видимо, до СССР секс был. Более того, в год моего рождения, в 1981 году, эту методику доработали. Называется это вакуумная терапия при эректильных дисфункциях. И я не буду вам пока грузить теорией я прогружу вас потом. Сейчас я научу вас сразу практике, как их положено применять в мире сексологии, где они являются одним из способов дать мужчине уверенность в своем стояке. В оригинале вам понадобится помпа с тонометром. Тонометр измеряет давление в высоте ртутного столба на сантиметр квадратный или что-то такое. Ну, по крайней мере, вот эти вот циферки cm, hg, они это и обозначают. У этой процедуры есть вполне себе четкие понятия, какое должно быть давление, а не то, что качаете до упора и вам будет счастье. Нет. Положенное давление в колбе это 0,3-0,4 кг на сантиметр квадратный. Для вас я пересчитал, так как здесь у нас давление в ртутном столбе, я уже все посчитал, и значит, здесь давление должно быть 22-30, тех самых cm, hg, которые здесь и указаны. Они, в принципе, на всех помпах указываются именно это давление. Для тех, у кого не будет помпы с тонометром, я расскажу сразу, такое давление ощущается как не очень комфортное. То есть, как только вам стало дискомфортно, это происходит где-то на 15 давлении, и вот 22 будет уже так, ощутимый дискомфорт. Но, что происходит дальше? В классических помпах, как утверждают секшопы и любые наименования, вы удерживаете там член чуть ли не до 15 минут. Нет, это все пурга. Давление накачивается до, как я сказал, где-то 22-29 секунд, у вас давление нормализуется. После этого вы ждете еще 30 секунд и применяете помпу еще раз. Так делается 8-10 итераций за одну сессию. Всего сессий положено 12. Делать их нужно не чаще, чем раз в 2 дня, то есть через день. И через 12 таких сессий вы заканчиваете эту процедуру на следующий месяц. То есть после этого нужен еще месяц отдыха. Потом возобновляете. Что это, собственно, дает человеку? Теперь мы пойдем в теорию. Про практику я вам рассказал. Итак, во-первых, вы прочищаете все свои сосуды, капилляры и прочее. А во-вторых, это дает физическую уверенность мужчины в том, что у него все-таки может быть эрекция. Пускай даже в таком принудительном виде. Американцы доработали эту технологию еще следующим образом. В принципе, как раз американцы и пустили идеологию, и вовсе не китайцы, и не производители секс-шопов, как раз переносных помп. Для чего это было нужно? Мужчина дома достигал первичной эрекции с помощью помпы, также за несколько сеансов, после чего одевал эрекционное кольцо на пенис и мог заниматься сексом с некой устойчивой эрекцией, по крайней мере, сколько-то минут. Сейчас я немного расскажу еще про бафмейты, как раз мы затронем это. Перед подобной тренировкой вы нагреваете свой пенис с помощью теплой воды или теплого полотенца. То есть вы либо просто тупо принимаете ванную теплую, потом из нее выходите и делаете, либо прикладываете к себе полотенце и держите его не менее 15 минут, требуется на обогрев. Но тут мы сталкиваемся с следующей проблемой. Дело в том, что наша кровь, она все-таки температуры нашего тела, а нагреть нужно градусов до 38-40. Как вы понимаете, как только в член начнет поступать кровь, а я напомню, член увеличивается в 5 раз до там где-то на 1/3. Объем крови будет достаточно большой, который туда прильет. Эта кровь сразу же сработает как охладитель вашего пениса. И именно здесь становится понятно, почему бафмейт более желателен. Это стандартная помпа, я вам еще покажу более удобную. Чуть позже расскажу про помпу, пока она будет просто как реквизит у меня в руках болтаться. Когда вы заливаете сюда теплую воду, по сравнению с сколько крови попадет в ваш пенис, является незначительной величиной. И ваш пенис и кровь в нем не сумеет охладить ваш пенис. Для чего нужен нагрев? Чтобы ткани стали более эластичными и легче поддавались растяжению. Поэтому в данном случае именно вода является теплопроводником, который сохраняет тепло на вашем члене, вне зависимости от того, сколько туда крови притекает. Однако есть небольшой лайфхак, еще один. Когда вы вставите свой член в помпу, и помпа начнет его увеличивать под давлением, ваша головка начнет цепляться за стенки. У меня, по крайней мере, происходит так.
Поэтому даже и с воздушной помпой, и с водяной помпой не забудьте мазать вашу головку и ваш член, чтобы он у вас нормально скользил по этой колбе, пока не обретет полную уверенную эрекцию. Как я сказал, затягивать по 15 минут в день тренировки, то, что там нужно 15 минут держать, не стоит. Вы можете вызвать у себя гематому от того, что ваши ткани будут растягиваться слишком сильно и чрезмерно. Как я сказал, дискомфорт там достаточно ощутимый при нужном давлении. Используется помпа одним простым образом. Вы вставляете сюда член и начинаете накачивать. Здесь следующая идеология, что мы наливаем сюда воды. При этом вам надо будет держать вот эту пипку. Если будете наливать сверху вниз, то обязательно выньте вот это кольцо. Наливаете в нее. Здесь есть такой вот переключатель. Если его придавить вниз и направить вправо или влево, он перекрывает. Ну, там характерный щелчок слышен. Он перекрывает. Наливаете сюда воды, переворачиваете ее, крепите к члену, переворачиваете помпу и после этого снимаете с предохранителя. Дальше вы вдавливаете в себя ее и вот так вот несколько раз, пока у вас все это не произойдет и он не достигнет нужного обратного давления. Штука, ну скажем так, такая конструкция надавливания, она не очень удобна. Мне, например, достаточно болезненно в паху это давить. И плюс скажу про Baffmate. Увы, но обязательно придется все побрить. Воздух будет просачиваться там, где будут у вас волосы. Поэтому придется сбрить. На самом деле у них есть вариант без вот этого вот издевательства над собой. Это помпы Extreme, они дороже, конечно, но у них есть самая примечательная штука, это вот эта вот штука. Собственно, через нее вы будете стравливать воду так, как вам нужно и как удобно. И вам не придется силой в себя что-то надавливать. Вы один раз устанавливаете его через этот аппликатор, дальше начинаете уже выкачивать оттуда воздух вот этой вот помпой. Но не воздух, воду. В данном случае воду. Здесь вы видите шкалу. Тем, кто мечтает увеличить свой пенис, соответственно, вам надо будет делать замеры и в дневничок записывать свои достигнутые результаты. Про увеличивают ли помпы размеры ходят слухи до сих пор. У кого-то получается, у кого-то нет. Вполне возможно, что оба этих утверждения правдивы. И у кого-то растяжение эластичных тканей происходит, у кого-то нет. Теоретически, чем член меньше увеличивается в размерах, тем больше вы сможете достигнуть результат. То есть, если у вас такой складной, как у меня, который из 5 сантиметров превращается в 13, наверное, вы результата много не получите. Он и так претерпевает сильные изменения и растяжение капилляров. У Baffmate там еще идет вот такой ремешок, чтобы, соответственно, надевать его на помпу. И она была, как я сказал, она должна находиться вверх, быть направлена помпа, иначе ничего не получится. Вода будет просто из нее выливаться. Тогда не будет работать клапан. В общем-то, для результатов вам Baffmate сюда кладет линеечку, которой вы можете мерить скорее ширину, потому что высоту вы сможете померить всегда относительно самой помпы. Ремешок для удержания помпы более простого. И помните, я говорил про эрекционное кольцо, в случае, если вы накачали и хотите заняться сексом с своим эрогированным другом. Это я вам рассказал, как вообще именно в сексологии используются подобные, ну там это называется колба вакуумная и, соответственно, насос, которым откачивают воздух. В принципе, здесь то же самое. Запоминаем, что давление 22-29, если он показывает у вас сразу в сантиметрах на килограмм или килограмм на сантиметр, тогда, соответственно, давление 0,3-0,4. Дальше в течение 30 секунд вы его стравливаете, 30 секунд отдыхаете и повторяете дальше все по новой, и так 8-10 раз. А потом, соответственно, всю эту процедуру вы повторяете 12 раз. Что на самом деле происходит и как эта штука работает? Когда у мужчины происходит эрекция, она может быть задержана многими различными неврозами. Так вот, чтобы убить у себя, удалить у себя стресс, страх и прочее, для этого помпа и применяется. Вы начнете спокойнее относиться к тому, что все-таки он у вас стоит, ну раз кровью набирается, значит дело не в физиологии. Он вполне у вас может стоять, значит, скорее всего, дело в голове. И за несколько таких операций вы просто привыкаете к тому, что все нормально, он нормально стоит, вот, я здоровый нормальный мужчина. С тем же успехом в медицине применяется эректор. Это такая железная палочка, которая одевает, охватывает член, и он у вас принудительно тоже как бы стоит. Вы можете начать заниматься сексом, потому что у вас появляется такая косточка железная. И в процессе он у вас, соответственно, там тепло внутри,
Вот, комфортно, хорошо, вам приятно, вы успокаиваетесь, и у вас увеличивается естественная эрекция уже после этого. Эректор обычно применяют месяц тоже, потом он становится вроде как не нужен. Это если ваши нарушения, дисфункции не связаны с какими-то сильно физиологическими, если они связаны именно с головой. Я, конечно, от себя порекомендую Baffmate. Причем мне вот обычно Baffmate реально неудобно пользоваться. Я порекомендую сразу же вот этот Extreme. Как я говорю, теоретически его используют для того, чтобы создать еще большее давление, но оно нам, наверное, не нужно. Нам, наверное, хватит того, которое положено нам медициной. Если вы хотите даже увеличивать свой член, не забывайте делать перерывы. Не нужно каждый день насиловать себя избыточным давлением. Да, ваши капилляры, может быть, и растянутся, да, вы, наверное, эффект получите быстрее и раньше, но с тем же успехом вы этот эффект потеряете, когда прекратите пользоваться помпой. А если вы будете делать несколько таких итераций в год, то, скорее всего, да, пару сантиметров вы себе прирастите. Хотя в своих видео я очень часто говорил, что размеры, в общем-то, не особо не имеют значения. Также вакуумные помпы очень часто применяются именно к большим мужчинам, к большим мальчикам, так называют, когда у них большой член. Потому что чем позже, чем больше идет возраст, мне-то легко, у меня-то там крови надо не очень много, чтобы заполнить. А вот для того, чтобы поднять 20-сантиметровую дуру, кровяное давление должно быть очень большое. И очень часто у мужчин с большим членом, годам к 30-40, может наблюдаться то, что член становится немного виловат. Не очень крепкий, вот, и, можно сказать, полулежачий. Да, его можно вставить, да, его можно двигать, но у женщин, насколько многие сами женщины говорят, и насколько в той же сексологии утверждается, чем тверже член, тем лучше, а не чем он больше. Вот скажи мне, Наташа. Факт. Действительно, вот я вот никогда... Это сразу чувствуется, если есть какая-то вялость, то есть это прям ощущается сразу пропадают все самые хорошие ощущения во время секса, поэтому, естественно, да, твердость это, наверное, одно из самых главных. Залог успеха. Из твоего опыта у больших мальчиков как с крепкостью члена? Ну, мне повезло, видимо. Ну, как бы операторше не так много лет, и все-таки не 40, как мне, ее мужчинам тоже не 40, как мне. У них еще все впереди. Но вот товарищам с большим членом как раз помпы рекомендованы в случаях, если эрекция недостаточно сильная, недостаточно твердая. Это им помогает ощутить то, как должно быть. Потом они, опять же, психологически привыкают и становится легче. Чтобы не гнобить американцев, а то про Россию я сказал, в Америке вакуумные помпы применяются именно как медицинский инструмент. Применяются с 1970 года. Они немножечко запоздали, в отличие от русских врачей, что для меня удивительно, потому что в Советском Союзе секса не было. По поводу помп, их размеров и Baffmate. Помпу по размерам нужно покупать такую, чтобы она, грубо говоря, была хотя бы на 3 сантиметра длиннее, чем ваш половой орган. У них обычно всегда пишутся размеры, и вы можете посмотреть. В общем-то, если у вас 13 сантиметров, покупать самый дорогой Baffmate или какую-нибудь там огромную помпу вам нет никакого смысла. Задача помпы в том, чтобы вы в нее влезли, и влезло также то количество прироста, потому что в любом случае, когда вы будете использовать помпу, ваш член будет больше, чем он будет в естественном состоянии, когда стоит. Это да, потому что все-таки крови туда прильет больше. Сказать, что Baffmate более безопасны, так как там давление идет с помощью воды, я не могу. Я на эту тему много гуглил, ничего не нашел. Но их безопасность заключается, как я рассказывал, в горячей воде, которую вы в него нальете. Не надо прям кипяток. Теплая вода, там 39-40 градусов, вполне себе хватит. Как ни странно, я, наверное, первый человек, который рассказал, как пользоваться помпами именно с медицинской точки зрения, а не с какой-то там профанацией из секс-шопов. Надеюсь, вам это видео было полезно, и если вы решите заняться помпами, такими упражнениями, то вы теперь сможете хорошо себе выбрать. То есть да, либо это Baffmate, либо это штука с тонометром. И не забывайте разогревать свою пипиську. С вами был Чалышев Сергей и магазин magic-vant.me. До встречи в следующий раз. А в следующий раз я буду рассказывать про упражнения типа Кегеля для мужчин, как и обещал.